Если ваш воск ломается, крошится в руках или не получается создать тонкие детали, скорее всего у вас не пчелиный воск. Я получила десятки, а то и сотни сообщений с вопросом, какой же именно воск я использую. И сегодня я решила вам это показать. В основе практически всего, что есть у меня на странице, лежит пчелиный воск. Использую его в двух видах. Белый, очищенный пчелиный воск и натуральный, неочищенный пчелиный воск, который мы покупаем у местного пчеловода и фильтруем самостоятельно. Точнее, мой муж фильтрует. Я тоже человек, дайте мне нормально пожить. Сами живите как хотите, мне дайте пожить. Рапсовый воск я использую для сердцевин фруктов, для каких-то крупных деталей. И гелевый воск использую для акцентов в гранатах, сердцевина кокоса, маракуйя, для мелких элементов. Как по внешним признакам понять, качественный ли это воск? Хороший пчелиный воск редко выглядит стерильно белым. Обычно это молочный, кремовый или слегка белый оттенок. Есть натуральный аромат. Даже отбеленный пчелиный воск часто сохраняет легкий медовый запах. Если запаха нет вообще, это повод насторожиться. Реагирует на тепло рук. Хороший воск быстро становится слегка липким при разминании. В самом начале моей карьеры я также столкнулась с тем, что, как я думала, я заказала пчелиный воск. Но по факту мне пришел парафин или пчелиный воск с высоким его содержанием. Как понять, что перед вами воск с большим количеством примесей или парафина, и скорее всего он не подойдет для ручной лепки? Слишком белый цвет. У натурального воска никогда не будет идеально белого магазинного цвета, и это нормально. Чем мертвее и искусственнее выглядит цвет воска, тем больше вероятность, что он сильно разбавлен или обработан. Полное отсутствие характерного медового аромата или, что еще хуже, наличие неприятного запаха. Плохо реагирует на тепло рук, остается таким же холодным и пластиковым на ощупь. Очень часто новички думают, что проблема в руках, хотя на самом деле просто не подходит материал. Даже если воск продается как пчелиный, его свойства могут очень сильно отличаться. При этом внешний вид и запах не дают стопроцентной гарантии, потому что на пластичность влияет очень много факторов. Очистка, обработка, температура, состав и даже конкретная партия воска. А это мой самый любимый натуральный пчелиный воск, который мы покупаем у местного пчеловода. Мой муж сам его фильтрует, поэтому я точно знаю, что в нем практически нет лишних примесей. Он более желтый по цвету, очень пластичный, и на видео уже видно, как буквально от тепла рук он начинает становиться мягче и буквально оживать. Если честно, я думаю, практически в любом регионе можно найти небольшие местные пасеки с действительно хорошим воском. Желтый воск я использую для желтого цвета, зеленого и всех оттенков, которые темнее. Именно за счет этого воска получаются такие гиперреалистичные цвета. А это рапсовый воск. В Европе он сейчас очень популярен и во многом стал альтернативой соевому. Он хорошо смешивается, дешевле пчелиного и помогает снизить себестоимость. Но для тонкой ручной лепки он не заменит пчелиный воск. Я использую его для элементов, которые не требуют сложной ручной проработки. Гелевый воск. Скажу честно, я не фанат этого материала. Но с некоторыми элементами без него не разобраться. Да, я согласна. Пчелиный воск не дешевый материал. Но если вы хотите работать именно со сложными формами, создавать гиперреалистичные фрукты или цветы, заменить его, к сожалению, практически ничем невозможно. Хороший материал – это залог всего. Со временем каждый мастер находит материалы, которые лучше всего подходят именно ему. Сегодня я показала те материалы, с которыми лучше всего работаю я. И если вам интересно, я могу снять отдельное видео, где мы наглядно сравним и протестируем разные виды воска в работе. Если хотите такое видео, напишите мне в комментариях.